Пикник в доисторические времена. Возможен ли? И если да, то когда? Это видео сделано на очень интересный и обстоятельный комментарий на наш ролик о кембрийском периоде. Посмотрите, если еще не видели. Мы там как бы чисто теоретически разбили палатку на берегу Кембрийского океана и попробовали оценить все эти кембрийские морепродукты на вкус. Всех этих трилобитов, аномалокарисов и опобиний. Да и вообще оценить возможность выживания в кембрийском периоде. Оказалось, что для многих наших зрителей стало новостью, что за все время существования Земли условия, пригодные для комфортной жизни человека, есть только очень-очень короткое время. Давайте же чисто теоретически предположим, что если, например, путешествия во времени станут реальностью, чисто теоретически, то как далеко в прошлое мы бы могли отправиться, чтобы разбить лагерь и наслаждаться спокойной жизнью на природе? Такие предположения, кстати, имеют чисто практическую ценность. Мы как бы попытаемся спрогнозировать, как может начаться освоение планет в глубоком космосе, где условия будут похожи на нашу Землю. Итак, вот этот комментарий. Смотря в каком Кембрии. Кембрий по современной классификации начался 538-539 миллионов лет назад и длился чуть более 50 миллионов, чуть более 50 миллионов. Это огромный диапазон, который нам с нашими сроками жизни почти невозможно осознать. В начале Кембрия было около 3% кислорода в воздухе и много в воде, особенно в водных растениях. Затем из-за недостатка кислорода в воде произошло вымирание и снова пошел рост. И так было несколько раз. Но к концу Кембрия было уже 14% кислорода. Нижняя планка для неполноценного, но все-таки дыхания около 16%. Так что уже ясно, что 14% не так критично. Нужны накопители и фильтры. Достаточно будет переносимого аппарата по очистке, фильтрации и обогащению воздуха для дыхания. И тут еще комментатор добавляет, что цианобактерии, которые производили кислород, появились еще в архее 2,5 миллиарда лет. И они то стремительно размножались, то стремительно вымирали. И поэтому рост и падение содержания кислорода постоянно менялся. Окей, хорошо, это уже не относится как бы к Кембрию. Это история Земли. Да, у нас тоже есть видео и на эту тему, где мы полностью рассказываем весь этот процесс. Кому интересно подробно, можете посмотреть. Ну так вот, я полностью согласен со сказанным в этой части, с этим комментарием. Но хочу только добавить, что раз уж мы говорим о комфортных условиях для жизни, то пикник с аппаратом по очистке, фильтрации и обогащению воздуха для дыхания, как-то тут не вписывается, согласитесь. Плюс добавьте к этому, что полноценного озонного слоя, который защищает нас от космической радиации, еще не было. И жизнь пряталась от космических лучей под толстым слоем воды. То есть к этому громоздкому аппарату для дыхания нам еще понадобится защитный костюм, скафандр практически. И чем это отличается, например, от поверхности Марса, скажем, летом на экваторе? Хорошо. Дальше комментатор тоже вполне резонно замечает, что какие-то водоросли тогда были вполне съедобны. И в них огромное количество необходимых для жизни питательных веществ, и в том числе белок. И далее говорит, что путешественник в Кембрий стал бы вегетарианцем. Говорит, всех этих морских тараканов, мол, готовить на любителя. А вот питаться морской капустой можно. И можно достаточно долго. И на Марс это не будет совсем похоже. Поскольку Марс – это полумертвая, почти целиком сухая планета, почти полностью с углеродной атмосферой.
Ну что же, идея о вегетарианстве вполне логична. И да, действительно, большинство кембрийских животных, вроде аномалокариса или опобинии, были с точки зрения биохимии чрезвычайно экзотичны. Их ткани могли быть непригодны и даже ядовиты для нашего метаболизма. Выращивание съедобных водорослей и, возможно, каких-нибудь примитивных моллюсков – это да, разумно. Однако проблема не только в токсинах. Микробиологический мир был абсолютно чуждым. В воздухе и в воде витали бактерии, против которых у нас не было эволюционного иммунитета. Обычная царапина могла бы привести к смертельной инфекции. То есть выжить в Кембрии при наличии такого же оборудования, как для высадки на Марс, можно, но вряд ли это называется комфортными условиями. И более того, я бы сказал, что это будет сложнее, чем высадка на Марс. А почему? А потому что на Марсе вам нужно только создать изолированную среду под поверхностью планеты, ну, например, в какой-нибудь пещере. И все. А на Земле в кембрийском периоде вы не только должны создать такую среду, но еще и позаботиться о защите этой искусственной среды от агрессивного, химически и биологически активного чужеродного окружения, которое стремится ее разрушить, от коррозии, от неизвестных микроорганизмов и токсичных испарений. Ну хорошо, давайте на минуту забудем о микробах, к которым у нас нет иммунитета, и предположим, что у нас будут какие-то медицинские препараты и антибиотики, которые помогут нам справиться с этой проблемой. В конце концов, если принимать в расчет это, то для современных людей, нас с вами, комфортная жизнь на нашей Земле начинается только примерно 12 тысяч лет назад. Любой микроб, который вызвал бы легкий насморк у неандертальца 100 тысяч лет назад, для нас может стать роковым. И наоборот. Кстати, сейчас поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, и мы продолжим. Если это видео наберет хотя бы 30 лайков, как обычно, то мы продолжим наше теоретическое путешествие во времени вглубь веков и выпустим следующее видео на эту тему. Так вот, даже если забыть о микробах, жизнь в кембрийском периоде для нас невозможна просто из-за космической радиации, которая исчезла только во времена, когда первые животные стали выходить на сушу. Вернее, первые биологические существа стали выходить на сушу, потому что первыми крупными существами, которые вышли примерно 420-370 миллионов лет назад, были грибы. Да-да, не удивляйтесь, именно грибы, а не растения или животные. Причем они были не как какие-то современные шампиньоны, а они были величиной до 9 метров, до 27 футов, практически с трехэтажный дом. Вот вы только представьте себе ландшафт начала Девонского периода, где самые высокие растения были по колено, а над этим ковром возвышались огромные, как трехэтажный дом, грибы. И все, больше ничего нет. Ага, скажете вы. Вот идеальное время для теоретического путешественника во времени. Просто завалил один такой грибок, аккуратно разрезал и закатал по баночкам, и живи не тужи. Но нет, кислорода все еще недостаточно. Озоновый слой еще не сформировался, и вся эта силурийско-девонская органика несовместима с нашей биологией. Так что, как говорил один классик, есть-то все это можно, только потом умрешь. К концу Девонского периода растения постепенно начали расти и увеличиваться в размерах. И поглотили грибы-гиганты. И захватили всю планету. На сушу вышли кистеперые рыбы, и главное из них – первое позвоночное существо на суше – тиктаалик. От тиктаалика произошли все животные и амфибии.
а от ракообразных произошли все насекомые. Ну так вот, в следующем карбоново-каменноугольном периоде вся наша планета была покрыта гигантскими папоротниковыми лесами. Везде росли огромные хвощи-плауны. Все эти леса росли и падали друг на друга, не успевая разлагаться, и за миллионы лет превратились в каменный уголь, который мы сегодня добываем повсеместно. Так вот, процент кислорода вырос в то время до 35% из-за того, что было очень много растений. Сейчас только 21%, кстати. И, конечно, это привело к оледенению, как обычно. Почему так происходит? Посмотрите, кстати, наше первое видео о появлении жизни на Земле. Там мы все это хорошо описали. Но в этот раз оледенение было только у северных и южных полюсов. На экваторе все еще оставались влажные тропические леса, полные гигантских стрекоз и других насекомых. Ага, скажете вы, наконец-то! Каменноугольный период, чудесные джунгли, полные привкусных жуков и других насекомых. А стрекозы, я вам скажу, были тогда размером с хорошего орла и многоножки длиной 2-3 метра. И были гигантские скорпионы. И если уж мы начали перебирать кухню каменноугольного периода, то самым вкусным деликатесом, скорее всего, была бы гигантская стрекоза меганевра. Это же просто летающий протеин. Больше всего это напоминало бы мясо краба или вкусной креветки, но с отчетливым привкусом дичи. А грудинка меганевра размером с индюшачью просто идеально для запекания на углях. Кстати, на рынках в странах Юго-Восточной Азии жареные насекомые продаются как фастфуд. Говорят, в них очень много полезного белка, и они очень питательны. Вот саранча, например, во многих странах мира считается полезным и питательным продуктом. И выращивание насекомых для производства белка в будущих поселениях под поверхностью других планет нашей Солнечной системы считается очень-очень перспективным делом. Вот скажите честно, а вот вы, например, смогли бы питаться насекомыми карбонового периода, всеми этими гигантскими стрекозами и скорпионами? Пожалуйста, сейчас подпишитесь на наш канал, кто не подписан, и поставьте лайки, если еще не сделали этого. Вот, кстати, на YouTube довольно очень много блогеров, которые пробовали шашлычки из скорпионов в странах Юго-Восточной Азии. И они считают это вполне съедобной пищей. Да-да. Говорят, что вкусно даже некоторые. В каменноугольном периоде, около 300 миллионов лет назад, кроме многочисленных гигантских насекомых, повсюду появились уже многочисленные потомки тиктоалика, тетраподы. И даже уже появились первые рептилии, повсюду были влажные джунгли и болота. Но из-за высокого процента кислорода в воздухе лесные пожары, если они случались, были просто катастрофическими. Но несмотря на это, поздравляем. Да, вы правы, наконец-то. Каменноугольный период, около 300 миллионов лет назад, это, вероятно, было то самое первое время в истории Земли, когда мы могли спокойно разбить лагерь на природе, без скафандров и фильтров для дыхания. Пищи вокруг было уже предостаточно. Кроме насекомых, мясо первых рептилий вполне могло быть съедобным. Вот вы знаете, например, мясо аллигаторов считается деликатесом и повсеместно продается везде, где они водятся. И в бассейне реки Амазонки, и в южных штатах Америки. Особенно ценится хвост аллигатора. По вкусу он как нечто среднее между курицей и нежирной белой рыбой. И вот я думаю, что какой-нибудь древний антракозавр был бы как раз таким же на вкус.
Были, конечно, еще катилозавры. И наверняка они были не хуже. Их вкус теоретически мог быть похожим на вкус лягушки, который тоже, кстати, является деликатесом во многих странах. Среди ископаемых плавунов, кстати, часто находят останки древних улиток. И это тоже деликатес, например, во Франции. И не только там. И, кстати, великолепным гарниром ко всей этой дичи могли быть стебли папоротника, который рос тогда, просто в огромных количествах по всей планете. Но постойте-ка, скажете вы, мы же говорим о комфортной жизни для путешественников во времени. А как же переизбыток кислорода? Разве это не вредно? А жара, болото и все эти карбоновые хищники? И да, вы опять правы, наши дорогие зрители. Переизбыток кислорода вреден для дыхания и действительно может привести к проблемам со здоровьем. Но эта проблема вполне решаема. Переселенцы в каменноугольный период или гипотетические переселенцы с Земли на какую-то планету, где в данный момент условия такие же, как на древней Земле, вполне могут найти какое-то специальное место для лагеря. Например, высоко в горах. Высоко в горах и процент кислорода понижен, и нет удушающей жары и влажности, и опасной живности поменьше. Поселенцы вполне могли бы жить там комфортно, иногда спускаясь вниз поохотиться и собрать съедобную зелень. Жизнь в карбоновых горах была бы самой реалистичной стратегией выживания для подготовленного человека с минимальным набором необходимой техники. И я лично думаю, что даже древний человек, неандерталец, мог бы выжить. Но для него это было бы, конечно, бесконечной борьбой за выживание. Хотя, с другой стороны, а кому в доисторические времена было легко? Подписывайтесь на наш канал и спасибо за просмотр.